Русский исторический анекдот. От великого до смешного один шаг. Как наши деды. Николай Павлович весьма рано облысел, и это обстоятельство весьма угнетало императора. Чтобы скрыть этот постыдный недостаток, император довольно длительное время прикрывал плешивую голову специально сделанным париком. Только после рождения первой внучки в 1842 году он с большим облегчением перестал носить этот парик. Получив радостное известие, Николай Павлович перед строем кадетов сорвал злополучный парик с головы, поддал его ногой и задорно крикнул: «Теперь я дедушка, ну его!» Запоздалое предложение. Вскоре после русской победы в битве при Синопе Николай I узнал, что правительство Турции объявило: все перебежчики из России будут приниматься на службу в Турцию с тем же чином. Царь тут же сострил: «Жаль, что я не узнал об этом раньше, а то и я перешел бы на службу в Турцию со своим чином». Азартная игра. «Почему ты до сих пор не женат?» — спросил Николай I своего уже не первой молодости посланника в Берлине. «Потому», — ответил тот, — «что не могу позволить себе ослушаться вашего величества». «Как это?» «Вы, государь, строго запрещаете азартные игры, а из всех азартных игр женитьба самая азартная». Сама виновата. Известно, что Николай Павлович был достаточно любвеобильным человеком, и его похождения с подачи Тютчева, поэта и дипломата, назывались васильковыми чудачествами. Не все его чудачества оканчивались успехом. Так, одна из молодых светских красавиц осмелилась решительно отвергнуть предложение самого императора, предпочтя ему одного из многочисленных флигель-адъютантов. Прошли годы, и эта дама осталась практически без средств к существованию. Она обратилась за вспомоществованием к императору, но Николай Павлович был очень злопамятным человеком. Увидев прошение сей дамы, император отшвырнул его со словами: «Этой бляди никогда и ничего». Александр II. Александр II, выезжая на воды в Карлсбаде, любил гулять без свиты и в штатском платье. Он охотно завязывал ни к чему не обязывающие разговоры с местными жителями. «Чем вы занимаетесь и как вам вообще живется?» — поинтересовался как-то Александр у мужчины обывательского вида после слов приветствия. «У меня здесь сапожная мастерская, и мое дело процветает», — ответил курортный абориген с явным самодовольством в голосе и вежливо осведомился в свою очередь: «А вы кем изволите быть?» «Я русский император», — просто ответил Александр. «Что ж, тоже неплохое дельце», — рассудительно заметил сапожник, не меняя, впрочем, выражения самодовольства на лице. Пить надо меньше. Один из генералов, запамятовав день именин Александра II, 30 августа, спохватился лишь 1 сентября и, чтобы выйти из положения, телеграфировал царю такой текст: «Третий день пьем за здоровье вашего величества, Драгомиров». Царь послал ответ: «Пора бы и кончить, Александр II». Сострил. «Какой пост ты хотел бы получить?» — спросил Александр II у дипломата Колошина. «Какой будет угодно вашему величеству, кроме Великого поста». Сострил дипломат и за свою остроту не получил ничего. Александр III. В манифесте от 29 апреля 1881 года Александр III провозгласил: «Богу благоугодно было завершить славное царствование возлюбленного родителя нашего, а на нас возложить священный долг самодержавного правления». После этого Александра III в обществе стали звать Ананас. Там разберутся. При Александре III в России царя все считали дураком.
но любые разговоры об этом преследовались как оскорбление величества. Однажды двое интеллигентных прохожих шли по Невскому проспекту в Петербурге мимо городового, на ходу разговаривая. «Уверяю тебя, что он такой дурак!» Городовой пронзительно засвистел. «Прошу, господа, за мной в участок». «В участок? Да ты с ума сошел!» «Знаем мы, кто это такой дурак. Пожалуйте в участок, там разберут». Победоносцев. Духовный пастырь Александра III Константин Петрович Победоносцев считался олицетворением всех бед в стране. Его фамилия дала пищу для злой эпиграммы. Победоносцев для синода, а бедоносцев при дворе, он бедоносцев для народа, доносцев просто при царе. Прогресс. Однажды Александр III за какие-то заслуги назначил в Сенат своего управляющего царскими конюшнями Мартынова. Сенаторы вздумали было роптать, но начальник главного управления по делам печати Феоктистов успокоил их. Калигула посадил в Сенат свою лошадь, а теперь посылают туда конюха. Все-таки прогресс. В кармане. Сидя на коленях у великого князя Константина Николаевича, возглавлявшего военно-морское ведомство, малолетний сын Александра III Николай Александрович, будущий император Николай II, попросил дядю показать ему флот. «Летом покажу», — обещал великий князь. «Теперь невозможно. Зима». «Почему невозможно?» — возмутился цесаревич. «Папа говорит, что у тебя флот в кармане». На встрече с ветеранами. Однажды Александру Третьему представлялись ветераны Крымской кампании 1853-1856 годов. Тогда их еще называли инвалиды. Все они были один дряхлее другого. А государя сопровождал генерал Михаил Иванович Драгомиров, известный горький пьяница. Желая показать генералу, что непьющий живет дольше, император каждого из стариков спрашивал, сколько ему лет и пьет ли он водку. «Сколько тебе лет?» — спросил Александр старика. 74, ваше императорское величество. «Водку пьешь?» «Никак нет, ваше императорское величество». Государь обратился к Драгомирову. «Вот, слышали?» Потом Александр спросил у следующего ветерана. «Сколько тебе лет?» 80, ваше императорское величество. «Водку пьешь?» «Никак нет, ваше императорское величество». Государь опять говорит Драгомирову. «Вот видели?» Снова спрашивает у ветерана. «Сколько тебе лет?» 84, ваше императорское величество. «Водку пьешь?» «Никак нет, ваше императорское величество». Государь замечает Драгомирова. «Ну, конечно». И вот император подходит к совсем уж дряхлому старику. «Сколько тебе лет?» 91 год, ваше императорское величество». «Водку пьешь?» «Каждый день, ваше императорское величество, кушаю». Император рассмеялся и прекратил допрос. Кому горе? Сохранилось предание, что на похоронах Александра III генерал-майор Трепов, возглавляя армейский эскорт у гроба императора, по военной привычке скомандовал: «Смотри веселей!»